Всем привет! Итак, я вернулся в Куала-Лумпур вечером 30 декабря и после заселения в апарты наконец-то дошел до башен Петронас. Мне хотелось их увидеть в самом лучшем ракурсе, и я нашел отличный бар на 33-м этаже отеля Traders Sky Bar. Вид оттуда оказался реально крышесносный, и я даже решил заказать себе там столик у окна на 2 января, вечер перед вылетом. Но и внизу было на что посмотреть. Пока гулял по вечернему парку KLCC, там так сокращают центральный район, Куала-Лумпур Сити Центр, попал на концерт танцующих фонтанов и заодно заценил новогоднюю елочку. Как уже рассказывал в предыдущем видео, утро 31 декабря я начал с картодрома в Сипанге, а по пути обратно заехал в китайский храм Тяньхоу. Из тех мест, в которых я хотел побывать в КЛ, это самое отдаленное от центра города, так что грех было не использовать мотик в последний раз. Тяньхоу находится на холме, и сверху открывается панорама на город, но далеко не самое лучшее, если честно. А вот сам храм – это топ. Один из самых больших и самых красивых в стране. Что неудивительно, в Куала-Лумпуре треть жителей исповедуют буддизм. Храм действующий, но доступен и для туристов. Его территория довольно большая, с интересными двориками, беседками, статуями и другими объектами. Но меня больше всего зацепил общий архитектурный облик Тяньхоу. Внутри храм тоже красивый. Его главные элементы – алтари 3 богиням. Слева покровительница рыбаков Шуйвэй Шэньянг, справа богиня милосердия Гуань-инь, а по центру богини-покровительницы мореходов Тяньхоу Мацу. Но, по правде говоря, здесь можно получить настоящее эстетическое удовольствие и не разбираясь в религии. Главное – проявлять уважение к верующим и соблюдать правила посещения подобных мест. После Тяньхоу я сдал мотоцикл арендодателю и добрался до апартов, сделать небольшую передышку. Потому что в планах у меня было попробовать встретить Новый год и посмотреть салют прямо около башен Петронас. По опыту встреч Нового года в Нью-Йорке и Рио-де-Жанейро я знал, что в реальности это будет нифига не просто, так как людей собирается капец как много. И здесь это тоже оказалось нетривиальной задачей. Попасть туда, куда я хотел, у меня не вышло. Но я нашел довольно неплохую точку, чтобы получить максимум впечатлений. Подробнее об этом я расскажу в отдельном видео. Ну а утром 1 января я поднялся на башню Менара, одну из самых высоких телебашен в мире. И вот здесь панорама на Куала-Лумпур просто шикарная. Вообще я туда хотел попасть еще 30 или 31 декабря, но онлайн-продажа была остановлена, а живая очередь, скажем так, утром 1 января это хотя бы уже выглядело реальным. Центр с телебашни виден просто как на ладони. Вот апарты, в которых я поселился, платином на 49 этаже, но у меня окна выходят на левую сторону отсюда. И совсем недалеко от этих апартов Петронас Тауэрс и парк. Кстати, я подумал подняться и на смотровую на башнях Петронас, но там все оказалось уже распродано на подходящие мне дни. Надо было заранее этим озадачиваться. Хотя самый классный вид, судя по фоткам в инете, это виды на башни и центр. А со смотровой Петронас самих башен-то как раз и не видно. Плюс там все виды за стеклом, в отличие от Менары. Здесь смотровая открытая. А еще с нее отлично видно небоскреб Мердека 118. Это второе по высоте здание в мире, почти 680 метров. Кстати, чуть позже я проходил мимо него и спросил у охранника на входе насчет доступа и смотровой. Оказалось, что там еще шли работы по внутренней отделке. Небоскреб открыли для публики лишь 1 июля 2025 года. И теперь можно увидеть Куала-Лумпур с высоты более 500 метров со смотровой площадки на 118 этаже. После телебашни я решил прогуляться по местным улочкам,
до района Букит-Бинтанг, того самого, в котором я останавливался в день прилета в Малайзию. Так что опять проникся контрастами KL. Хотя в этот раз народу на улицах было мало. Вероятно, все-таки сказывалась бурная новогодняя ночь. А это улица, если не ошибаюсь, Жалан-Алор. Улица с местным стритфудом. Она и была целью моей прогулки. Это небольшая 300-метровая улочка, культовое место для любителей локальной кухни и стритфуда. Вся улица по обеим сторонам – это сплошь кухни разных азиатских стран. Не все в это время были еще открыты, да и самый смак этого места – это вечер, когда улочка наводняется толпами туристов и местных. Но мне хватило вчерашней толпы под башнями Петронас, да и позавтракать уже сильно хотелось. Хотя небольшую толпу я все-таки застал, совсем рядом с Джалан-Алор. Вот это мясо. И вот это очередь. К этому моменту у меня возникла мысль взять парочку сувениров для друзей, так что по пути заскакивал в различные злачные места, вроде этого магазина. Дальше я решил прокатиться как раз до Мердеки 118, заодно опробовал местный монорельс. Кстати, в этой части прогулки я пробовал сделать стрим, и на ютубе остались записи. Radio. Yeah, yeah. Radio. Wow, really cool. Hello. Say hello. Yeah. От Мердеки я как-то сумбурно пробрался до местного Чайна-тауна. Оказалось, довольно оживленное и колоритное местечко. Особенно улочка Джалан-Петалинг. По сути, это уличный рынок, причем довольно специфичный. Хотя половина лавок еще не работала. И, подозреваю, далеко не все бренды там оригинального производства. Ботик Гуччи. Да, хотел пошутить, сумки Луи Виттон завезли. Да, у меня сегодня совершенно стритовое утро. Сначала стритфуд с утра. Сейчас реально какой-то китайский уличный рынок. Зато где вы еще купите Nike Air за 800 рублей. Вынырнул из Джалан-Петалинг я недалеко от центрального рынка. Вот это уже было похоже на цивилизацию. Все спокойнее, чище и приятнее. Так, основное здание рынка, так понимаю, слева это крутое здание. Вот там полно павильонов, а здесь так больше прогулочная зона. От центрального рынка я решил заглянуть к мечети Нигара.
Это большая национальная мечеть в стиле модернизма. Внутрь я не пошел, там как раз было время молитвы. А снаружи она меня все-таки не сильно зацепила. Так, ну что, сейчас собираюсь дойти до истоков Куала-Лумпура, откуда начинался город. Это по речке. Немножко вернуться туда, в район Чайнатауна. Блин, ну вот этот вид мне что-то вот зацепил меня. Отсюда не хватает только вида еще, чтобы Петронас были видны. Но по пути решил пройти через площадь Независимости. И пока иду к ней, пара слов о перемещениях внутри городов. Похоже, что в Малайзии пешеходы совсем не в почете. Хорошие тротуары запомнились только в КЛ. В маленьких городках местами их вообще нет, а даже если есть, то могут быть заставлены мопедами. Пешеходные переходы – редкость, да и пропускать на них никто не торопится. Даже особо не притормаживают, пока в наглую не пройдешь через дорогу. Общественным транспортом пользовался только в Куала-Лумпуре, ездил на метро и монорельсе. Станции чистые, подземные с приятной прохладой. Оформлено без изысков, но очень практично, вроде беговой у нас в Питере. С навигацией метро все хорошо, табличек достаточно и они где надо. В общем, пользоваться можно без проблем. Ну вот я и дошел до центральной площади Независимости по соседству с довольно красивым административным зданием Султана Абдул-Самада. Нетипичное место, прямо скажем. Обычно площадь, в моем представлении, это транспортная развязка. А здесь это большое зеленое поле, место для больших тусовок. И соревнований по крикету. Это не шутка. Исторически здесь было поле для крикета клуба Селангор. Кстати, в интернете, в рекомендациях по месту встречи Нового года в КЛ, площадь Независимости была на одном из первых мест. Но главное, именно здесь, в ночь с 30 на 31 августа 1957 года, в День Независимости, был спущен Union Jack и впервые поднят малайзийский флаг. Мне же площадь Мердека запомнилась вот этим невероятным видом, когда меня еще раз занесло в это место на следующий день 2 января. А совсем рядом находится еще одно историческое место. Место слияния рек Гомбак слева и Кланг справа. Они объединяются в Кланг, и Кланг течет дальше. Именно здесь в свое время и появился Куала-Лумпур. Кстати, говорят, вечером здесь подсветка интересная. Надо будет сюда еще вечером прийти, например, завтра. И ведь я туда реально дошел еще раз. Подсветка реки и мечети Масджид Джамек действительно сделала место более живописным. Утром 2 января планы были минимальные. Натер ногу и ходить особо не хотелось. Так что просто немного побродил по округе в поисках сувенирки, разглядывая улочки и местный стрит-арт. Тем более, что из запланированных мест столицы я не увидел только Королевский дворец Истана Негара, так как он был закрыт на ремонт до лета.
Ну и грех было не воспользоваться бассейном на крыше апартов. Но долго в отеле сидеть не смог, а решил дойти до парка KLCC, так как за 3 дня там так и не побывал днем. Улицы вокруг башен Петронас теперь выглядели просторными, а сам парк в дневном свете выглядел даже немножко пустынным. Хотя, возможно, это все просто мои впечатления на контрасте с предновогодней суетой. Кстати, интересный факт по поводу башен-близнецов. Когда их построили, они стали самыми высокими зданиями в Азии и почти сразу получили мировую известность, став сценой основного действа в фильме «Западня» с Шоном Коннери и Кэтрин Зеттой-Джонс. К закату я дошел до площади Независимости, чтобы увидеть подсветку слияния рек Кланг и Гомбок, и развернулся обратно в парк. Потому что на десерт у меня был зарезервирован столик в скайбаре на 33-м этаже, прямо у окна с чертовски красивым видом на ночной центр. Еда, правда, там не порадовала. Оказалось довольно дорого по малайским меркам, но не очень вкусно. Хотя, честно говоря, я и не за едой туда пошел. А после ужина была еще одна порция танцующих фонтанов, хоть уже и без елочки. На этом мое путешествие по Малайзии закончилось. Местами было сложно из-за дождей и духоты, местами разочаровывающе. Это я про Sky Mirror в Селангоре. Но в целом реальность оказалась разнообразнее и интереснее моих ожиданий. Так что мысли о том, что было бы неплохо побывать и во второй большой части этой страны, острове Борнео, все-таки поселились в моей голове.